Обычно мы стремимся быть близко к тем, кого сильно любим. К своим родным и друзьям, и к своей родине. Однако случается так, что удел настоящего патриота – уехать за пределы любимой страны. 14 июня 1940 года в Париж входят гитлеровские войска. Вечером того же дня из Франции в Великобританию отплывает офицер французской армии Шарль де Голль. Вскоре на его родине установится пронацистский режим. Новая власть объявляет уехавшего офицера предателем и даже заочно приговаривает его к смерти. Эта же власть принимает активное участие в Холокосте, казнит собственных граждан и формирует добровольческий легион для вторжения в Советский Союз. Но в итоге подлинным символом Франции стали не нацисты и их добровольные помощники. Национальным героем стал человек, который взял на себя миссию, оказавшись за рубежом, сохранить достоинство своей страны и спасти французский народ от позора. Этот человек – генерал Шарль де Голль. Шарль Андре Жозеф Мари де Голль родился в городе Лиль на севере Франции 22 ноября 1890 года. Ребенка назвали в честь дяди, писателя и филолога Шарля де Голля. На характер и взгляды будущего генерала сильно повлиял отец, ветеран франко-прусской войны Анри де Голль. Отец уделял огромное внимание своим 4 сыновьям и дочери. Он читал им вслух художественную литературу, они вместе разыгрывали сцены французских пьес. Семья часто ездила по памятным местам, где Анри рассказывал детям о славных и горьких страницах истории Франции. Через много лет Шарль де Голль вспоминал: «В детстве меня поражали символы нашей славы. Окутанный ночным сумраком собор Парижской Богоматери, Версаль в его вечернем великолепии, залитая солнцем триумфальная арка, знамена под сводом Дворца инвалидов. Излюбленным местом у де Голлей было местечко Стен под Парижем. Именно там глава семейства был ранен осенью 1870 года, обороняя Париж от немецких войск. В Стене стоял памятный обелиск, где маленький Шарль раз за разом перечитывал надпись: «Разбитая шпага Франции будет вновь выкована». Еще в детстве Шарль де Голль блестяще командовал французской армией. Правда, состояла она из игрушечных солдатиков. Отец де Голля собрал для своих сыновей около 2000 оловянных фигурок. В коллекции были англичане, русские, итальянцы, австрийцы, турки, египтяне и даже зулусы. Во время детских игр приказов юного генерала слушались все 3 его брата, даже Ксавье, который был старше Шарля на 3 года. Вместе они реконструировали известные исторические битвы и побеждали врагов Франции, даже если в реальности сражение было проиграно французами. В школьные годы Шарль де Голль уже вовсю грезил служением родине в рядах французских вооруженных сил. Но любовь к Франции у де Голля не была любовью слепой. В их семье обсуждалось дело о якобы государственной измене, сфабрикованное против офицера-еврея Альфреда Дрейфуса. Многие французы тогда приветствовали судебную расправу и даже подхватили лозунг «Смерть евреям». Однако в доме де Голля суд над Дрейфусом считали позорным. Шарля де Голля с детства приводили в восторг военная форма и парады. При этом он жадно поглощал книги и с ранней юности пробовал себя в литературе. Но вопросов, куда пойти после колледжа, у Шарля, конечно же, не возникало. Разумеется, в военное училище. Если в колледже Шарль де Голль не отличался прилежностью и часто витал в облаках, то вот в особой военной школе Сен-Сир он заслуживает блестящую характеристику. В учетной карточке студента де Голля значится: поведение безупречное, способности очень яркие, характер прямой, военная сноровка очень развитая, осанка очень красивая, внешность симпатичная. В 1912 году младший лейтенант де Голль становится одним из лучших выпускников Сен-Сира и поступает под командование Филиппа Петена. На действительной службе Шарль де Голль начинает писать авторские лекции. Сейчас будет некоммерческое объявление. Дальше поговорим о том, что ждало де Голля на полях Первой мировой. Наступили холода. Для нас это означает, что пора включить теплый пол и надеть куртку потеплее. Но не для украинцев, чьи дома были повреждены во время обстрелов. Такое не редкость в тех городах и селах, что расположены близко к границе с Россией,
ведь туда чаще всего прилетали снаряды и ракеты. Вот это, например, дом одной конкретной семьи. В марте к ним во двор прилетел снаряд, и до сих пор им никто не помогал. На эти проблемы обратила внимание благотворительная организация HARP, которая помогает украинцам, пострадавшим от войны. HARP заменит двери и окна в доме, заплатит за кирпичи и цемент, чтобы отстроить туалет на улице до наступления зимы. Сейчас там только пленка висит вместо стенки и двери. Такой ремонт стоит порядка $1000. А если повреждения больше и хозяин дома не сможет принимать участие в ремонте, что редкость, то стоимость такого ремонта резко возрастает. К зиме HARP хочет отремонтировать в Харьковской области 20 домов разной сложности. Для этого им нужно собрать $50 000. 1000 – это простой ремонт, как в примере. 2000 сложнее с участием хозяина. А если, например, хозяйка дома бабушка, которая не сможет ни цемент залить, ни крышу постелить, тогда стоимость придется оплатить отдельно, и это $5000. Команда HARP – это волонтеры со всего мира. Они не получают зарплату или гонорары за свой труд. 100% пожертвований идут на помощь украинцам. А куда именно пошли деньги, вы сможете прочитать в ежемесячном отчете в их инстаграме. Так что я призываю вас пожертвовать им средства. Если можете, то прямо 1000, 2000 или $5000 на целый дом. Если не можете такие суммы, то можно меньше. В сумме наберется. Из России проще всего сдонатить криптовалютой. Это не опасно. Они не финансируют украинскую армию или боевые действия. Ну и криптовалюту вряд ли выявят. Из других стран можно другими способами. Подробности можете прочитать на их сайте в разделе How to Donate. Ссылка будет в описании. Пожалуйста, сделайте это важно. Продолжаем. Итак, выпускник военного училища оказался на фронте. Молодому офицеру с ростом под 2 метра нелегко приходится среди окопов и траншей Первой мировой. Уже в начале войны де Голь дважды получает пулевые ранения, но оба раза возвращается в строй. 2 марта 1916 года батальон Шарля де Голля почти целиком гибнет в Верденской мясорубке. Сам де Голь ранен штыком и без сознания попадает в плен. Командование, сочтя де Голля погибшим, посмертно награждает его орденом почетного легиона. Героическую смерть офицера даже ставят в пример другим командирам. Но сам де Голь ничего об этом не знает. Обнаружив себя в лагере для военнопленных, он впадает в отчаяние. Он хочет воевать, хочет завоевывать славу и награды, а не прозябать в плену. С 1916 по 1918 год Шарль де Голь безостановочно совершает попытки к бегству. Однако каждый раз немцы его ловят и возвращают обратно за колючую проволоку. В конце концов, де Голля направляют в специальный лагерь для неисправимых беглецов в Ингольштадте. Здесь будущий французский генерал знакомится с таким же неугомонным офицером русской императорской армии. Это будущий маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. После окончания Первой мировой войны судьба еще дважды сведет де Голля с Тухачевским. В 1920-м Шарль де Голь участвует на стороне Польши в советско-польской войне. По иронии судьбы, Михаил Тухачевский командует советскими войсками по ту сторону фронта. Следующая их встреча происходит через 16 лет в Париже. В феврале 1936 года в парижском ресторане «Ла Рю» была организована встреча бывших узников лагеря в Ингольштадте. Разумеется, на встречу приглашают и де Голля. В это же время в составе советской военной делегации в Париже находился маршал Тухачевский. И он тоже находит время и посещает эту встречу. Между военачальниками завязался очень долгий разговор. И дело не только в общих воспоминаниях о двух войнах, где де Голь с Тухачевским успели побывать и союзниками, и противниками. Старые знакомые не только вспоминают былое, но и вдумчиво обсуждают самые актуальные вопросы военного строительства. В 30-е годы полковник Шарль де Голь уже не просто один из офицеров французской армии, а крупный военный теоретик. От авторских лекций для новобранцев он перешел к написанию фундаментальных работ по военному делу. Он даже в инициативном порядке готовил проекты по реформированию вооруженных сил Франции. В своей книге «За профессиональную армию» де Голь предсказывает, что в будущей войне определяющее значение приобретут танковые войска. Интерес к книге оказывается огромный. Но есть одно «но». Этот интерес огромен за рубежом. В 1935 году по распоряжению Тухачевского книга «За профессиональную армию» была издана на русском языке.
Примерно в это же время генералы вермахта представляют немецкий перевод труда де Голля лично Адольфу Гитлеру. Но на родине, во Франции, генералы и военные чиновники лишь отмахиваются от Шарля де Голля, считая его выскочкой и фантазером. Понимая угрозы, нависшие над Францией, де Голль оббивает пороги государственных инстанций, доходит до самого премьер-министра, но все тщетно. Накануне Второй мировой войны, войны моторов и быстрых маневров, французское командование готовится к позиционным боям по образу и подобию тех, что проводились в Европе 20 лет тому назад. «Я виновен в том, что был против идеи полковника де Голля». Эти слова, уже находясь в нацистских застенках, через несколько лет напишет французский премьер-министр Леон Блюм. Накануне Второй мировой войны Шарль де Голль в ужасе не только от внутренней косности Франции, но и от внешней политики своего правительства. Он пророчески говорит, что умиротворение Гитлера – это самоубийство для французского государства. Но его никто не слушает. Не в силах развернуть в верном направлении целую страну, полковник де Голль решает в прямом и переносном смысле слова держать свой участок фронта. Танки-то на вооружении Франции были, просто не было понимания, что именно механизированные части будут задавать темп войны нового типа. Это понимание было лишь у полковника де Голля. Вообще-то он и сам когда-то был убежденным пехотинцем, но вовремя уловил перемены. Де Голль возглавил 507-й танковый полк и вскоре превратил его в одно из наиболее боеспособных формирований французской армии. 1 сентября 1939 года начинается Вторая мировая война. 10 мая 1940 года Германия наносит сокрушительный удар по Франции. Де Голля назначают командиром наспех сформированной 4-й бронетанковой дивизии. В течение мая 1940-го катастрофы нет только на том участке фронта, где командует де Голль. Фронт вокруг рушится, но дивизия де Голля умудряется наступать. В конце мая Шарля де Голля производят в генералы. Отныне и до конца жизни его будут называть именно так – генерал де Голль. – 14 июня Париж пал. 16 июня Филипп Петен формирует новое правительство и от имени Франции вступает в переговоры с нацистами. Это тот самый человек, под началом которого де Голль начинал свою карьеру. Именно в честь Филиппа Петена, героя Первой мировой войны, Шарль де Голль назвал своего единственного сына. Но сейчас Петен решил, что победа в новой мировой войне будет на стороне Германии. И его стране нужно просто присоединиться к будущему победителю. Уехавшему в Лондон Шарлю де Голлю никто и никогда не давал полномочий выступать от лица французского народа. В конце концов, кто он такой? Он генерал, но лишь один из многих. Да и звание он получил лишь совсем недавно. Полномочия стать голосом и совестью Франции Шарль де Голль возложил на себя сам. 17 июня де Голль добился встречи с Уинстоном Черчиллем. Премьер-министру Великобритании он прямо заявил: «Я хочу вновь поднять французское боевое знамя». 18 июня в 8 часов вечера генерал де Голль вошел в студию лондонского радио и выступил с первым обращением к соотечественникам. Разве сказано последнее слово? Разве нет больше надежды? Разве нанесено окончательное поражение? Нет! Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет. Свою речь генерал де Голль завершил обещанием: «Завтра, как и сегодня, я буду выступать по радио». Он сдержал обещание. Регулярные выступления Шарля де Голля стали настоящим феноменом той войны. В оккупации, тайком от нацистов, де Голля слушали и пересказывали друг другу миллионы французов. Каждый успешный командир – это отчасти психолог. Генерал де Голль знал, как успокоить и как воодушевить. Он умел найти нужные слова. Его цитата «Мы проиграли битву, но не войну» моментально стала крылатой. Да и у самих слушателей, вынужденных жить при фашистском режиме, на мгновение вырастали крылья, когда из радиоприемника звучали слова: «Франция воспрянет, она станет свободной и победит». А однажды ему пришла в голову гениальная идея. Генерал де Голль объявил по радио 2-минутную национальную забастовку. Он призвал всех жителей Франции в определенное время прекратить работу ровно на 2 минуты.
Это было безопасно. За двухминутный простой оккупанты наказывать не станут. Идея была в том, чтобы в эти 2 минуты каждый посмотрел вокруг и увидел, что он не один. Не один, кто слушает де Голля. Таких людей очень много. Если во время лекции преподаватель вдруг на полуслове замолкал и пару минут молча стоял и смотрел в глаза студентам, они понимали, он на стороне сопротивления. Генерал де Голль не только был утешителем оккупированной страны, но и создателем свободной Франции. Свободная Франция. Так де Голль назвал движение за освобождение своей страны от фашизма. Под французским знаменем с Лотарингским крестом генерал стал собирать новую французскую армию. Летом 1940 года в Великобритании находились около 50 тысяч французских солдат. Это были остатки французской армии, которые успели переправиться из Дюнкерка через Ла-Манш, когда рушился фронт на севере Франции. Де Голль лично объехал все места расположения побитых и деморализованных французских войск. Вначале генералу удалось сагитировать лишь около 1200 человек. Но де Голль не сдается. Он по радио призывает присоединиться французов со всего мира. Генералы услышали. В Великобританию начинают съезжаться французы из самых отдаленных уголков планеты. А некоторым удается вырваться из самой Франции. Не сидит на месте и де Голль. Он совершает турне по французским колониям и вербует бойцов уже там. К нему присоединяются как этнические французы, так и добровольцы из числа коренных жителей. В 1942 году движение «Свободная Франция» меняет название. Теперь это «Сражающаяся Франция». К середине Второй мировой войны уже десятки тысяч галлистов, то есть сторонников де Голля, сражаются бок о бок с союзниками против нацистской Германии на всех существующих фронтах, в том числе и на Восточном фронте. В 1942 году де Голль направляет в СССР группу французских летчиков-истребителей и авиамехаников. Они вошли в историю как авиаполк «Нормандия-Неман». 4 французских аса получили золотые звезды Героя Советского Союза. Генерал де Голль не только смог вдохновить французов на борьбу, как в подполье во Франции, так и на фронтах за ее пределами. Он проявил себя как блестящий политик. Французский генерал по определению был не ровня Сталину, Рузвельту и Черчиллю. Мы не увидим де Голля на фотографиях, где запечатлена вместе вся большая тройка. Президент США не воспринимал Шарля де Голля всерьез. С британским премьером отношения были немного лучше, но и тот не спешил посвящать генерала в планы союзников. Так, о высадке британского десанта на Мадагаскаре в мае 1942-го де Голль узнал лишь постфактум. А ведь это была французская колония. Но что там Мадагаскар? О дате открытия Второго фронта во Франции в июне 1944 года Шарля де Голля тоже никто заранее не уведомил. Французский выскочка, чья родина была оккупирована, порой просто раздражал Рузвельта и Черчилля. Правительство Франции перешло на сторону Гитлера и приговорило де Голля к смерти. А западные союзники считали, что генерал захваченной страны, который полностью зависит от их милости, должен быть покорным и покладистым. США и Великобритания пытались подчинить де Голля французскому генералу Анри Оноре Жиро. Тот был тоже храбрым полководцем, но фигурой гораздо более удобной и управляемой. Однако де Голль сам на себя возложил ответственность говорить от лица великой французской державы еще тогда, когда у него в распоряжении не было ни единого солдата. Командуя десятками тысяч солдат, став духовным лидером партизан и подпольщиков, он тем более не собирался сдавать интересы Франции. Накануне высадки в Нормандии Шарль де Голль возглавил Временное правительство Французской Республики. Когда Париж был освобожден, де Голль прибыл в столицу как национальный герой и держался как настоящий хозяин города. 29 августа 1944 года генерал де Голль выступил с речью на торжественном параде. Вдруг с крыши одного из зданий раздался выстрел. Стрелок, к счастью, промахнулся и был быстро уничтожен ответным огнем. Шарль де Голль не позволил себе ни растерянности, ни заминки. Он, как ни в чем не бывало, продолжил свою речь и договорил ее до конца. 2 декабря 1944 года Шарль де Голль прибыл в Москву. 10 декабря между СССР и Временным правительством Франции был заключен договор о союзе и военной помощи. Это была блестящая дипломатическая комбинация.
Сыграв на противоречиях между Западом и Востоком, Шарль де Голь заручился поддержкой Иосифа Сталина. Благодаря союзу с СССР и собственной непреклонности де Голлю удалось совершить невозможное. Франция, из страны, капитулировавшей перед Германией, страны, пособничавшей нацистам, перешла в ранг держав-победителей. Когда капитулирует уже сама Германия, на ее территории появятся французские оккупационные зоны. После окончания войны в Европе глава Временного правительства восстанавливает во Франции демократический строй. Франция – это парламентская республика. Именно такой она была до войны. Но эта политическая модель де Голля категорически не устраивает. Он сторонник сильной президентской власти, где в руках президента сосредоточен максимум полномочий. Что делать? Подчиниться политическим институтам или сломать их, превратившись таким образом в диктатора? Де Голль выбирает третий вариант. 26 января 1946 года он подает в отставку. Теперь он посвящает себя семье и восстановлению семейного особняка, разрушенного в годы войны. К тому моменту генерал уже почти 35 лет женат на Ивоне де Голь. Известен ее афоризм: «Президентство временно, но семья навсегда». У Шарля и Ивоны 3 детей, сын и 2 дочери. У младшей, Анны, синдром Дауна. Именно с ней генерал, которого еще при жизни называли монументальным, раскрывался с особенной стороны. Он обожал Анну, сам сочинил для нее колыбельную, которую пел ей на ночь. В 1948 году Анна умерла в возрасте 20 лет. Шарль де Голль погрузился в тяжелую депрессию. С 1953 года он не участвовал в политике, писал мемуары и жил достаточно закрытой частной жизнью. Но в 1958 году Франция вновь призывает своего генерала. Уже 4 года идет кровавая гражданская война в Алжире, который борется за свою независимость. При этом Алжир даже не французская колония. По закону он часть Франции. В общем, сложная очень ситуация. 1 июня 1958 года Шарль де Голль возглавляет правительство. Вскоре он представляет проект новой конституции. Она вошла в историю как Конституция Пятой Французской Республики. Гражданам предлагается на референдуме вновь переучредить государство, отныне как президентскую республику с уклоном в сторону президентской власти. Почти 80% французов поддержали Конституцию де Голля. Это был очевидный вотум доверия генералу. 8 января 1959 года Шарль де Голль стал первым президентом Пятой Республики. Удивительно, как де Голль распорядился своей властью. В его системе ценностей Франция – это великая колониальная империя. Но на посту президента де Голль пошел против собственных убеждений, поставив прагматизм выше личных ценностей. Бесконечные колониальные войны необходимо завершать. Президентство де Голля – это время деколонизации. В 1962 году генерал поставил точку в Алжирской войне, признав независимость Алжира. Французские реваншисты из числа военных создали так называемую секретную вооруженную организацию, которая начала настоящую охоту на де Голля. Президент пережил целую серию покушений. В ходе одного из них по машине де Голля из автоматического оружия стреляла сразу дюжина боевиков. Генерал де Голль сам был реваншистом. Он и сам горевал по колониальной империи. Поэтому, говорил он прекрасно понимает мотивы офицеров, которые хотят его убить. Только очень недоволен тем, насколько плохо они стреляют. В условиях холодной войны де Голль не хотел быть ни проамериканским, ни просоветским президентом. Пройдя суровую политическую школу в годы Второй мировой, он видел себя президентом исключительно профранцузским. В 1966-м де Голль вывел Францию из военных структур НАТО и выселил штаб-квартиру Североатлантического альянса из Парижа в Брюссель. Возвращение Пятой Республики в НАТО произойдет только в 2009 году. Как противовес, очевидно, проамериканскому альянсу де Голль рассматривал евроинтеграцию. Он поразил современников налаживанием связей с Германией, против которой воевал в обеих мировых войнах. Знаменитая формула «Европа от Атлантики до Урала» была тоже идеей де Голля. Будучи по своим взглядам стойким антикоммунистом, генерал де Голль, как прагматик, активно налаживал отношения с Советским Союзом. Французский президент даже стал первым иностранным лидером, которого пригласили посмотреть Байконур. Каждому политику свое время. Во время второго президентского срока де Голль уже совершает опрометчивые поступки на международной арене. Он фактически поддерживает агрессию против Израиля в шестидневной войне,
устраивает скандал во время визита в Канаду, произнеся там лозунг «Да здравствует свободный Квебек». А главное, Франция начинает уставать от своего спасителя. Страна при де Голле стала ядерной державой, но что толку от бомбы, если уровень жизни давно не растет? Послевоенная молодежь бунтует. В 1968 году страну сотрясают массовые студенческие протесты. Участники выступлений и столкновений с полицией в большинстве своем родились уже после 1945 года. Для них Шарль де Голль не авторитет, а авторитарный лидер. В 1969 году генерал Шарль де Голль подает в отставку. А 9 ноября 1970 года умирает в Коломбе-ле-Дёс-Эглис, в том самом доме, который восстановил после войны. Все недовольство экс-президентом испаряется в один миг. Не каждый француз был галлистом в годы Второй мировой войны, когда это слово означало борьбу против нацистов. Не каждый гражданин Франции стал таковым, когда галлизм оформился как особое направление в политике, названное по фамилии своего автора. Но в ноябре 70-го миллионы людей почувствовали, что осиротели. Не стало человека, который умел быть, пусть не идеальным, но любящим человеком для своих родных и для целой страны. Шарль де Голль всей душой любил Францию. Потому он не присягнул фашистскому режиму и покинул родину, чтобы иметь возможность бороться за ее честь и свободу. Де Голль не отчаялся, когда от имени Франции его признали предателем и преступником. Он знал, что Франция – это не власть коллаборационистов, это французы. И де Голль нашел способ обращения к ним напрямую. Французам он не изменял ни перед лицом врагов, ни перед лицом друзей. Де Голль не стремился быть удобным, умел отстоять независимость. В нем было столько гордости, что хватило на целую страну. Национальное достоинство которой он сумел вывести с собой, сохранить за рубежом и вернуть обратно на родину. Генерал де Голль не боялся в судьбоносный час взять в руки власть. Но он мог уйти, когда понимал, что так будет лучше для Франции.